Привет, дорогие друзья! Вы на канале Яхты на колесах. Меня зовут Антон, и сегодня у нас обзор-распаковка новенького Sunliving 70DF. Новенького, потому что мы только что привезли его из солнечной Словении, а здесь у нас в Москве на проспекте Мира немножко моросит дождик, но именно здесь вы можете посмотреть его и взять в прокат. Да, этот новенький Sunliving идет в прокат. Идемте смотреть, что там, как. Поехали! Поехали по кругу быстренько с наружной стороны. Первое, что нам встречается по левому борту, ну, конечно же, здесь мы заливаем дизель и AdBlue. Важно, что именно дизель, не перепутайте. Всегда на заправке у нас идет черный пистолет. Дальше у нас заливная горловина, она чистая вода, она закрывается на ключ. Вот так мы ее сюда открываем, вставляем любой какой-то шланг, пистолет. Ну, я думаю, что лучше, конечно же, чтобы это был какой-то шланг, наконечник. И заливаете. Залить, в принципе, воду можно на некоторых заправках. В России с этим, конечно, сложнее, но в Европе, в принципе, на заправках нет с этим проблем. Ну и в кемпингах всегда у вас есть заправка. Выхлопное отверстие печи Трума очень важно закрывать окно, когда у вас включена печка. Здесь у нас никакого датчика нет, но есть напоминание об этом. Поэтому не забывайте, потому что выхлопные газы будут идти внутрь, и это как бы не очень хорошо. Это выпускная решетка-холодильник, то есть здесь у нас холодильник работает от газа в том числе, и поэтому здесь у нас идут выхлопы, и он охлаждается. Это у нас подключение 220 вольт. Важно не забывать переходники, чтобы они были, но здесь в прокате мы в боксе всегда кладем все необходимые переходники для подключения. И, конечно же, подробно по всему подключению вас проинструктируют перед выездом. Также, если вдруг вы забыли инструктаж, на нашем канале уже есть ролик, где мы подробно разбираем все нюансы по подключению, в том числе газовых баллонов. Здесь у нас два газовых баллона, то есть у вас при выезде здесь будет два заправленных баллона, и вам нужно будет в какой-то момент, возможно, потребуется переключить эти баллоны от одного к другому. Также вас об этом обязательно проинструктируют при выезде с площадки, если вы возьмете этот дом в аренду. Хочу обратить внимание, что установлен краш-сенсор, то есть вы можете использовать газ в дороге во время движения, например, для холодильника. Здесь у нас находится кассета биотуалета, то есть в этом доме она вот здесь, в задней части. Здесь есть вот такая снизу рукояточка, слегка прижимаем, и у нас кассета очень легко выходит. Вот такая кассета биотуалета Тедфорд. Соответственно, сюда засыпается все в необходимых пропорциях специальные бактерии. Тоже чего, сколько насыпать, вас обязательно проинструктируют при выезде с площадки. Но и, конечно, это будет уже заправлено. Когда вам надо слить кассету, вот такая ручечка выдвигается. Вы все это везете к какому-то месту слива, в туалет, в унитаз. В кемпингах есть специальные места. И туда, собственно говоря, кассету опустошаете и заправляете заново. Бактерии все необходимые тоже мы вам на площадке сразу же выдадим перед началом аренды. Багажник у нас здесь, вот багажное отделение находится только с одной стороны, потому что у нас, вы увидите еще дальше, спальня расположена таким образом, что вот можно сделать только так. Зато такие замечательные газлифты, вверх поднимаете, и у вас вот такой в ширину расположенное огромное багажное отделение. Его основной плюс то, что вы можете положить что-то очень габаритное вот в стороны, широкое, то есть какие-то большие коробки, какое-то что-то по ширине, но в длину у вас тоже есть место, то есть, допустим, если это лыжи, сноуборды, вот вы можете видеть вот это вот вниз под туалет пространство, туда что-то ляжет очень длинное, как сейчас лежит лесенка. В высоту, к сожалению, у нас здесь есть ограничения в этой планировке, но вот вы можете, если вам нет необходимости вести что-то высокое, выбрать именно такую планировку. У нее есть свои плюсы, мы их сейчас с вами увидим внутри. На двери разместились вот такие резиночки, и я бы не сказал, что это плохое решение. Да, здесь нет мусорного ведра, но все равно, как показывает практика, удобнее использовать
пакеты, потому что вы сразу его выкинули, а они выпихивают что-то там из этого ведра. И, например, эти ведра часто, особенно в каких-то дешевых комплектациях, на двери на ходу начинают дребезжать. Здесь у вас ничего лишнего стучать, дребезжать не будет. Вы просто вот сюда делаете крючочки, например, за эту резиночку, вешаете пакетик с мусором, и вот он у вас при входе на двери висит. Двигаемся внутрь. Вот мы внутри, как вы видите, все здесь в пленке. И первое, что мы сделаем, снимем эту пленку. У нас же распаковка. Вот такая красота. Все новенькое, чистенькая ткань. Ткань, по-моему, кстати, замечательна, потому что когда едешь, меньше все это потеет, но при этом те места, которые больше всего пачкаются, вот края сидений, подголовники, заметьте, сделаны эко-кожей. То есть они как бы будут достаточно практичны. Хочу обратить ваше внимание на то, как фиксируется сиденье. Сиденье здесь фиксируется на вот такие специальные карабинчики, чтобы вперед не уезжала у нас вот эта сидушка. Просто если вдруг вам потребуется ее по какой-то причине снять, имейте в виду. А спинки у нас фиксируются вот этой липучкой к вот этой части. То есть мы ее просто прилепляем и все, она держится. Подголовники никак не фиксируются особенным образом, просто поднимаем их вверх и можем вынуть. И следующий момент. Аккумуляторы. Под этим сиденьем у нас расположен блок аккумуляторов. Хочу обратить ваше внимание, что аккумулятора здесь стоит два, то есть мы заказали на заводе, сразу здесь поставили для вас два аккумулятора. Это будет увеличенная автономность в данном случае. Если вдруг у вас нету почему-то питания в салоне, то, возможно, вот эта клемма, например, какая-то соскочила или была отключена. В первую очередь стоит их проверить. Вот здесь они находятся. Также здесь находится блок предохранителей. И если вдруг что-то сгорело с предохранителями, почему-то что-то не работает, возможно, просто вышибло вот эти вот автоматы, если вы подключены к сети кемпинга. Если же что-то еще произошло, то лучше звоните в нашу поддержку. 24 часа вы можете позвонить к нам в бокс, и вам по телефону расскажут, что, где, как, возможно, надо поменять. Если вы не знаете, лучше самим здесь ничего лишнего не трогать. Но просто вы сразу уже можете знать, что все вот здесь находится вот в этом ящичке. Также хочу обратить ваше внимание, что сейчас здесь нету инвертора на 220 вольт, то есть у вас не будет 220 в дороге, но машина новая, она вот буквально вчера приехала, мы ее привезли, и мы обязательно в боксе сюда поставим целый ряд дополнительных опций, я вам про них расскажу. Одна из них — это инвертор на 220, то есть у вас будет из 12 вольт без подключения к сети кемпинга уже присутствует здесь розетка 220. Мы ее, скорее всего, вот сюда поставим, рядом с блоком электрики. Спальные места у нас в том числе и в столовой группе. Сейчас мы вам покажем, как это выглядит. И также у нас опускаемая кровать. И чтобы вам не было утром, не мешало, например, солнце, если вы спите, у нас здесь есть вот такие шторки. Они вот здесь скручиваются в рулончик у нас за сиденьем. И вот таким образом на кнопочках они у нас фиксируются по кругу с двух сторон. И в середине соединяются специальной липучкой, которая у нас есть по центру. Вот вторая шторка. То есть также вы прикрепляете по второй стороне, посередине сцепляете, и все. И вам не помешает утреннее раннее солнце, ничто вам не помешает и не разбудит вас. Шторки blackout, то есть вот можете видеть днем, они перекрывают в принципе 100% света. И вот мы попали, так сказать, в святая святых автомобиля. Это у нас место управления, место водителя. Что у нас есть в кабине? Много всяких стандартных фишек, но если вдруг вы пропустили, то вот у Фиата всегда присутствует здесь такой крепеж для телефона, поэтому если вдруг вы забыли свою подставку или еще что-то в аренду, не переживайте, вы всегда здесь поставите, закрепите телефон, планшет практически любого размера. Также хочу обратить внимание на вот такую классную фишку. У Фиата рядом с пассажирским местом есть наверху в торпеде вот такая вот небольшая ниша. Это не просто ниша, она сделана ровно под бутылку 1,5 литра сюда ложится, ну или меньше, баночки какие-то, и туда поступает холодный воздух от кондиционера. То есть все, что находится здесь в дороге, будет охлаждаться. То есть помимо основного холодильника у вас есть еще вот здесь такое небольшое место. Если, допустим, вы ничего не везете, и вам не нужен основной холодильник. Что тут у нас? Конечно же, есть розетка USB, 12 вольт, подстаканник один. Да, подстаканник у нас здесь один, но в двери есть большие места, чтобы, например, поставить бутылки. Также есть вот такой огромный перчаточный ящик по центру для документов и второй у пассажира.
Далее, что у нас здесь есть? Вот эта кнопка отключения курсовой устойчивости, то есть здесь есть курсовая устойчивость. Также у нас здесь есть круиз-контроль и спид-лимит, а еще система старт-стоп, то есть система экономии топлива. Вы нажимаете педаль тормоза, например, на светофоре, и двигатель у вас или в пробке автоматически глохнет, и когда вы отпускаете, заводится. Думаю, многие знакомы с этой системой. Также можно перевести коробку в режим паркинг в этот момент, когда машина заглушилась, и она не заведется заново, пока вы не переключите в драйв. И, собственно говоря, коробка автоматическая, 9-ступенчатая. Это вот последняя новая коробка, и это уже не робот, ничего, полноценный автомат. Мы вообще заметили, что в России есть тенденция, многие любят ездить на автомате и постоянно ездят, и не особо умеют ездить на механике. И вот поэтому мы поняли, что в прокат просто необходимы машины на полноценном автомате. И вот это вот сейчас первые автомобили, вот один из них у вас сейчас перед глазами, которые идут в прокат с автоматом. Вообще многие сейчас прям получают права категории только на автомат. Я не знаю, я лично не поддерживаю такую тенденцию. Мне кажется, что нужно уметь все-таки управлять любой коробкой, любым автомобилем. Я вообще фанат больше механической коробки. Но напишите в комментариях, будет интересно подискутировать, что вы думаете о том, что, может быть, действительно в наше время сейчас уже и нет необходимости получать категорию на механику. Как думаете, надо ли получать права на автомат только или на механику? Что вы думаете об этом? Также у нас рядом с коробкой переключения передач есть Drive Mode кнопочка. Она переключает 3 режима коробки. Нормальный, Power и Eco. Ну, то есть в режиме Power это такой спорт-режим, можно сказать. Машина реально гораздо динамичнее едет. В режиме Eco я не понял, насколько она экономит топливо. Может, потому что мы ехали 150 км в час в среднем, что сильно выше, скажем так, ее крейсерской скорости. Но, по идее, она должна экономить. Но машина едет, реально переключается гораздо позже. Ну, то есть вот такие режимы коробки здесь присутствуют. Также вы можете видеть, что здесь сейчас нету мультимедиа, потому что мы ее обязательно сюда поставим. Буквально в ближайшие дни здесь будет установлена система мультимедиа, будет установлен GLONASS, а также будет телевизор, который будет подключен к акустической системе в машине. И то есть у вас здесь будет уже нормальная мультимедиа присутствовать. Также хочу сказать, что в целом у Фиата очень удобные кресла, вот эти подлокотники, даже в Mercedes-Benz Sprinter реализованы не так удобно, как здесь. Вот эта регулировка присутствует по высоте, то есть вы можете поднять кресло и реально ехать практически как в грузовике, если любите. Если любите пониже, вы можете опустить кресло. Ну и, конечно же, оно там двигается у нас вперед, назад. И, как я уже сказал, очень классно, что здесь посередине у нас ткань, по краям кожа, все максимально практично реализовано. Двигаемся дальше в жилое пространство. Возвращаемся ко входу. Здесь у нас, собственно говоря, пульт управления всем домом. Начнем с печки. Truma Combi. В принципе, здесь все просто. Здесь у нас 5 режимов. Мы просто крутим ручечку на тот режим, который нам больше нравится в данном случае. И температура у нас поддерживается. У нас воздушное отопление, то есть из воздуховодов по кругу. Вот, например, вы видите один здесь внизу. У нас дует теплый воздух. А дальше у нас, собственно говоря, пульт, который включает все в доме. Опа, да будет свет. Вот так у нас включается общее освещение. Дальше у нас есть это, я так понимаю. Да, это у нас включается свет на улице под маркизой. Это у нас включаются вот такие вот точечные светильнички, глазки. И это общая светодиодная подсветка. Дальше, что у нас здесь еще? Здесь мы будем видеть индикатор, когда подключимся к сети кемпинга. Также вот здесь розетка 220 вольт. Все розетки 220, они работают только, когда вы подключены к сети кемпинга. Для пути мы делаем отдельно для вас трансформатор, инвертор из 12 в 220 вольт, который работает в дороге. Розетки в этот момент работать не будут для того, чтобы ничего не сжечь и не увеличить, не дать лишнюю нагрузку на инвертор. Дальше у нас здесь мы включаем, отключаем помпу, которая подает, собственно говоря, при открытии крана воду из бака чистой воды. А с правой стороны пульта мы видим, сколько у нас осталось заряда в аккумуляторе в салоне и аккумулятора под капотом основного. То есть мы видим здесь вот эту индикацию в процентах при нажатии. Кухонный модуль у нас далее, вот такой вот цельный. Мне он больше всего нравится, когда вот такая единая консоль сюда вставлена, потому что когда здесь что-то пачкается жирное, грязное, очень удобно здесь мыть, все сразу стекает в мойку. Это, мне кажется, практичнее, чем когда раздельная мойка, но в принципе более премиальным считается разделенная часть. Например, в матриксах практически всегда у нас это разделено. Кран вот такой здесь у нас не складной, цельный. И, собственно говоря, не забывайте, что у вас, как только вы открываете кран, у вас включается подача воды, то есть работает помпа. Если помпа включена на пульте, который я вам только что показал, то кран будет включать эту помпу, она будет гудеть. И если у вас вдруг нету воды, как у нас сейчас,
то помпа будет работать в холостую, что плохо. Просто учитывайте этот момент, что кран у вас немножко умный, скажем так. А если вдруг у вас не течет вода, вы открыли, то, возможно, вы забыли нажать кнопочку на пульте и не включили, собственно говоря, подачу воды. 3 огня у нас здесь, 2 побольше, 1 поменьше. Электроподжиг присутствует, газовая плита, в принципе, ничего необычного. Вот такое замечательное большое панорамное окно, как раз-таки прямо перед кухней. Дальше холодильник. Холодильник Тедфорд у нас находится с противоположной стороны, вот такой максимального объема доступного, автоматически работает от газа от 12-220 вольт. Вот такие ящички, полочки, давайте их сразу распакуем, здесь присутствуют. 12 вольт у нас сейчас, здесь только есть аккумуляторы, которые я вам показал, поэтому он сейчас автоматически работает от 12 вольт. Также вот этой кнопочкой вы можете его уже в ручном режиме переключать на газ или на 220. Подсветочка светодиодная присутствует. Давайте посмотрим ящики на кухне. Под кухонным модулем у нас 4 ящика. В принципе, вообще ничего необычного. Здесь просто большие кухонные ящики. Лоточек здесь у нас присутствует. Он вот так вот фиксируется, чтобы не болтался за такие вот прикрученные крепления. Здесь у нас перекрывается подача газа для плиты. Ниже еще 2 ящика. Они прям совсем глубокие, совсем большие. 15 килограмм максимальная нагрузка. Старайтесь их не перегружать, потому что они сломаются, и проблемы в любом случае будут тогда у вас. Далее у нас за холодильником вот такой шкаф. Небольшие полочки, небольшие, потому что у нас здесь находится снаружи газовый отсек, и, соответственно, он немного съедает пространство. Но все равно полочки сделали, чтобы место не пропадало. А над ним большой, глубокий, широкий гардероб. Вешать вещи, складывать что-то, можно поставить еще какие-то лоточки. Хотите просто напихать сюда сумки друг на друга. Далее у нас туалет и душ. Они у нас комбинированные, и решено это с помощью вот такой фирменной для санливинга дверки, раздвижной. То есть сейчас вы видите, в принципе, только душевое пространство. Туалет у нас спрятан вот здесь за стеной. И дальше, собственно говоря, у нас, если мы разодвигаем, это пространство максимально широкое. Но вы можете, не задвигая, не двигая эту дверку, например, помыть руки, что-то сделать, но вот этот кран у нас является одновременно и душевой лейкой. И также, собственно говоря, у нас здесь есть шкафчик. Внизу стакан для зубных каких-то щеток и принадлежностей. И выше еще один шкафчик с такой вот изящной подсветочкой. Давайте же все-таки посмотрим туалетный модуль. И вот, собственно говоря, у нас открывается туалет Тедфорд. Места, кстати, здесь достаточно много. Очень просторный санузел. Прям можно сидеть и вытянуть ноги вперед. Здесь расположиться. Электросмыв. Кассету мы вам показывали снаружи. И не забывайте о таком важном моменте, как задвигать вот эту шторку, когда вы моетесь, чтобы, не мочить лишнего деревянные части, которые находятся у нас. Вот эти вот шкафчики, вот эти вот все ящички, которые у нас находятся над туалетом. Здесь вот такие, собственно говоря, кстати, шкафчики. И вот, наконец, мы в главной спальне. Снял я ботиночки. По кругу у нас как бы шкафчики, как обычно. 1, 2, 3 и еще один в изголовье. И вот такие открытые полочки. Небольшой ограничитель присутствует. И вот такие интересные фонарики. При первом нажатии у нас включается вот такая подсветочка самой кнопочки аккуратно. Дальше у нас включается сам светильник, который вот на такой какой-то кристалл похож, и он у нас освещает. И хочу обратить ваше внимание, в каждом таком светильничке есть розетка USB. Мы их не сразу нашли, но они здесь есть. То есть всегда вы можете, вот их тут 2, на этой кровати заряжаться с 2 сторон у вас есть. Спальня, конечно же, отгораживается вот этой шторой. То есть, чтобы вам здесь было уютно находиться, от общего пространства вы вот так задвигаете, и все. Багажное отделение у нас есть доступ из кровати. Это вот, наверное, главное преимущество такого багажника, что у вас доступ не через какие-то маленькие ящички чуть-чуть с края, а вот полноценно весь багажник у вас доступен из салона. Здесь же у нас находится трума, подогрев бака сточных вод. То есть, чтобы у вас здесь ничего не замерзало, здесь вот надо зимой включить в теплое положение, но летом, соответственно, отключить. И вот, как вы видите, места здесь прям много. То есть, можно даже, прям ложиться я не буду, но по длине всей кровати у вас багажное отделение. Вторая, так сказать, у нас спальня находится под потолком. Это опускаемая кровать. Хочу напомнить, это достаточно экономичный автодом Sunliving, и у нас здесь есть опускаемая кровать. Но она, конечно же, механическая. Мне всегда больше нравились механические кровати, потому что электрическая, она долго гудит, опускается, поднимается. Вот эта вся история. Здесь же в механической вы просто вот так вот сделали, раз, все. А вот не раз и не все, потому что я забыл убрать подголовник. Не забывайте убирать подголовник. Вот таким вот легким движением он вынимается у нас. 1, 2. Убираем их куда-нибудь на водительское место. И вот так вот кровать
опускаем в нижнее положение. Все, это еще двуспальная кровать. Третья спальня у нас, конечно, получается из столовой группы. У нас вот такой столик с ножкой. Мы нажимаем на вот эту кнопочку и ломаем ногу, так сказать, в такое положение. Дальше мы кладем ее вот в такие направляющие. Все, здесь у нас получилась вот эта жесткая поверхность. И дальше отклеиваем подушку и кладем по центру. Это еще спальное место. И возвращаясь к опциям, хочу напомнить, что в машину для проката мы обязательно установим телевизор. Скорее всего, он расположится вот в этой специальной нише, и там уже есть розетка для телевизора, собственно говоря, для антенны выведена. И уже мы установили сюда кондиционер. Это, кстати, очень недешевая опция на заводе, но мы обязательно для проката всегда ставим в Россию кондиционер Truma Aventa с системой iNet Ready. То есть можно с телефона дистанционно запустить систему отопления, систему охлаждения. В данном случае можно тоже вот запустить таким образом, когда у нас есть вот эта наклеечка iNet Ready. Замечательно, классно, удобно. Управлять она также пультом. Вот это инфракрасный датчик. И у вас будет всегда здесь желаемая температура. Также хочу обратить внимание, я недавно ехал в такой машине и на ходу хотел зарядить телефон и думаю, где? Нету нигде 220, 12, телефон воткнуть некуда. А оказалось вот здесь, то есть для каждого спального места у нас все равно есть USB и розетка. Вот здесь 220 и 2 USB рядом присутствуют. То есть даже для этой такой, так сказать, самой простой детской кровати у нас есть USB розетки. Итог. А по итогу все просто. Вот этот новенький Sunliving S70DF уже на днях вас будет ждать в нашем прокатном парке здесь, около гостиницы «Космос» на проспекте Мира в Москве. Если у вас остались какие-то вопросы и вам показалось, что мы что-то не показали, пишите это в комментариях, мы снимем еще обзоры какие-то, может быть, тест-драйвы. Пишите, какие вам форматы, возможно, интересны. Или ответим в комментариях на ваши вопросы, или просто приезжайте сюда, на проспект Мира, и вы можете все посмотреть, пощупать своими руками и задать здесь вопросы нашим менеджерам. Также подписывайтесь на канал, мы будем скоро выкладывать какие-то еще новые форматы, путешествия и также обзоры на все новые модели. Поэтому, чтобы ничего не пропустить, ставьте колокольчик, подписывайтесь. Меня зовут Антон, это был канал «Яхты на колесах». До новых встреч, пока!